Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Они познакомились в 1990 году. Это были пробы на фильм «Прогулка по эшафоту». И, едва познакомившись, молодые люди принялись изображать страстно влюбленную пару и целоваться. Режиссер им поверил, и съемки картины стали своеобразным медовым месяцем, потому что после них актеры больше уже не расставались. Конечно, общественность недоумевала, что может быть общего у бедняка-разгильдяя и эффектной, умной и преуспевающей артистки. По всей видимости, любовь. Говорят, что мужчину нельзя изменить, но Дроздовой это удалось. Ольга убедила Дмитрия принять крещение, после чего они обвенчались. Ольга приобщила Дмитрия к вере. Певцов не раз признавался, что он стал тем, кем стал, только благодаря усилиям любимой жены. Ольга же рядом с супругом расцвела, стала более мягкой, утонченной, и если раньше со стороны казалось, что главное в семье именно она, то сегодня не остается сомнений, что Дроздова действительно за мужем. Екатерина и Александр Стриженовы. Они познакомились в 1982 году. Супруги Стриженовы вместе больше 40 лет. Только вдумайтесь, Александр и Екатерина Стриженовы познакомились, когда им было по 14 лет, и уже через некоторое время решили, что поженятся, когда только станут совершеннолетними. Так и случилось. За неделю до бракосочетания жених уговорил батюшку обвенчать его с невестой. И только после этого влюбленные надели друг друга кольца в ЗАГСе. С тех пор все взлеты и падения Стриженовы проходят вместе. Супруги вместе взрослели, набивали шишки и набирались опыта. Но если Екатерина за прошедшие годы практически не изменилась, исчезли лишь юношеские пухлые щечки, то с Александром происходили самые разные метаморфозы. Мы были свидетелями того, как он заметно поправился, а потом медленно похудел. Мы видели его с длинными волосами и с короткой стрижкой. Но с уверенностью можно сказать, что сегодня Стриженов выглядит как никогда отлично. Режиссер находится в прекрасной физической форме, а годы только добавили его лицу мужественности. Елена и Дмитрий Маликовы познакомились в 1992 году. Их роман начался с фотографии. Однажды Дмитрий Маликов рассматривал в гостях фотоальбом и наткнулся на снимок Елены. Певца не смутило ни то, что на тот момент девушка на фото была замужем, ни наличие у нее ребенка, ни тот факт, что она старше его на 7 лет. Судьбоносная встреча состоялась через несколько недель. Елену покорили обаяние и своенравность Дмитрия. Он же, в свою очередь, высоко оценил ее самодостаточность. С 1992 года пара стала жить вместе. В 2000-м родилась их дочь Стефания, и только после этого Елена и Дмитрий решили пожениться. Супруги счастливы вместе, и кажется, их союз непоколебим. Который год журналисты пытаются выведать секрет их счастливого брака, но на все расспросы Елена и Дмитрий отвечают довольно коротко. Важны любовь, доверие и личное пространство. На эту пару все так же приятно смотреть. Но, конечно, в глаза бросается то, как сильно с годами изменился Дмитрий. Из хулигана с высоким начесом он превратился в харизматичного статного мужчину. Елена же осталась прежней, утонченной, женственной и изящной женщиной. Годы добавили ее глазам мудрости, но ни о какой старости здесь и речи быть не может. Идя под руку с супругом, Маликова ничуть не теряется на его фоне. Оксана и Леонид Ермольники. Они познакомились в 1982 году. Нас познакомил Высоцкий. Так говорят о своей встрече супруги Ермольники. На самом деле они познакомились лишь через 2 года после кончины певца. Но в какой-то мере заслуга Высоцкого в том, что они встретились, действительно есть. Владимир Высоцкий был первой любовью Оксаны. На ее долю выпали 2 последних тяжелейших года жизни артиста. Высоцкий умер у нее на руках.
Леонид и Владимир играли в одном театре, и некоторые роли Высоцкого были отданы именно Ермольнику. В том самом театре будущие супруги Ермольники и познакомились, а через год у них родилась единственная дочь Александра, в которой Леонид души не чает. Годы, прожитые вместе, не погасили в супругах жажду каждый день удивлять друг друга. Есть в их отношениях место и романтике, и спонтанным сюрпризам. Так, например, на один из дней рождения Оксана подарила супругу автомобиль. Нет, не иномарку, как вы могли подумать. Это была Победа 1954 года выпуска, года, в котором родился Леонид. Анжелика Варум и Леонид Агутин. Они познакомились в 1997 году. «Служебный роман» – так назывался первый совместный альбом Анжелики Варум и Леонида Агутина и точно описывал быстро развивающиеся отношения музыкантов. Их сотрудничество началось в 1997 году. Творческий союз довольно быстро перерос в семейный. В 1999 у артистов родилась дочь Елизавета, а еще через год они сыграли красивую свадьбу в Венеции. Супруги в молодости отличались любовью к экспериментам со своим стилем. Однако с годами оба начали отдавать предпочтение классике. Леонид избавился от длинных волос и гавайских рубашек, а Анжелика перекрасилась в блондинку и стала носить более женственные наряды. Однако прошедшие годы практически не отразились на внешности обоих музыкантов. Супруги выглядят моложе своих лет. Любовь творит чудеса.